Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я очередную из последней серии прогулок по Львову начинаю от улицы Академической, так ее знали в былые времена, и очень-очень старые львовяне так ее называют. А сейчас это современные львовяне называют ее проспектом Шевченко. И поэтому на картах вы найдете ее именно под таким названием. Улица находится в самом центре города, и здесь есть, как вы видите, представители австрийской архитектуры и также польской. Некоторые из этих домов переделали в шикарные современные отели, а другие служат как жилые дома, ну и как учреждения. В былые времена, раньше вот этой улице, посреди этой улицы шли огромные деревья. И потом, когда-то, не знаю, сколько лет назад, эти деревья спилили и посадили вот эти, которые здесь находятся. И когда они были еще совсем маленькие, поляки, которые приезжали в Львов, прозвали эту улицу Лысая Академическая. То есть лысая, потому что им не хватало вот тех деревьев, которые росли посередине и создавали такую, ну, такую своеобразную атмосферу. И вот кривизну этой улицы не было так видно, как когда эти деревья отсутствовали. Но это такое лирическое отступление, а мы идем с вами по, как я уже сказала, по улице Академической и будем заглядывать, что же здесь находится. И для тех, кто знают Львов, может, посмотрят и для себя отметят, что изменилось. Я знаю, что вот эти ролики смотрят бывшие львовяне, хотя, как сказать, бывших львовян не бывает, но люди, которые здесь проживали и теперь находятся где-то за границей или в других городах с большим таким с теплом смотрят ролики о Львове и вспоминают, как же это было раньше. Ну, добро пожаловать, смотрите, пишите в комментариях то, что замечаете вы, какие изменения происходят. И всем это будет очень интересно. По крайней мере, я ожидаю таких комментариев. Эта улица выводит нас прямиком в центр города к памятнику Мицкевича, то есть в самое сердце Львова. И заканчивается отелем «Жорж», который я вам также показывала в одном из моих предыдущих роликов. Посмотрите внимание сюда на эту стеклянную вертину. Здесь во время Польши была известнейшая кондитерская Залевский, символ довоенного Львова. В ней бывали очень много знаменитейших людей, и Станислав Лем, и другие бывшие львовяне вспоминают в своих книгах об этой кондитерской очень много и с большим теплом. Но сейчас здесь сделали столовую. Очень жаль, потому что даже в советские времена здесь был фирменный магазин кондитерской фабрики «Свиточ». Так бы, как бы сказать, традиция продолжалась. А сейчас здесь сделали столовую. Конечно же, также и старинные прилавки, как из этих старинных аптек. Все, как говорят немцы, век, все выбросили, ничего не осталось от того, что было. То есть вместо того, чтобы из нее сделать какую-то действительно красивую старинную кондитерскую, чтобы поддержать традиции Львова, сделали обычную столовку с борщами и котлетами. А внутри были очень красивые прилавки, витрины стеклянные. Ну, действительно было о чем. А это вспоминать и жалеть. А это был вход в известный по Львове магазин «Сквозняк». С одной стороны входишь, с другой выходишь. Вот вашему вниманию также австрийский дом, очень красивый, а перед нами уже вырисовывается гостиница «Жорж». Я вам показывала ее с другого входа, теперь посмотрите ее как бы сзади, как здесь выглядит. И вот в этом проулочке летом обычно ставят такие, как сказать, летние ресторанчики под навесами. И вот вдоль этой улочки можно сесть за столик, выпить кофе, покушать и полюбоваться старинным Львовом.
Вот здесь уже начинаются витрины ресторана этой гостиницы. И я так себе подумала, что если я еще поеду во Львов, то обязательно зайду и сниму вам эту кондитерскую изнутри и немножко расскажу об ее истории, потому что место очень такое уникальное. И найду фотографии, как оно выглядело раньше, и вы посмотрите, что из него современные в кавычках львовяне сделали сейчас. Я очень негативно отношусь к тому, когда люди изменяют какие-то известные места исторические в городе и делают из него неизвестно что, обычную серийную, как здесь, столовку, вместо того, чтобы сделать еще одну изюминку, куда бы туристы, как говорят поточным языком, валили дверями и окнами, особенно туристы из Польши. А мы с вами зашли в подземный переход, который, видите, оборудовали частично в магазинчики. И выходим к памятнику Мицкевича. И направляемся сейчас с вами в Львовскую катедру. Я зайду, но уже об истории этого монастыря, ну не монастыря, а костела рассказывать не буду, потому что у меня есть отдельное видео на канале. Кто интересуется, обязательно посмотрите в плейлисте Львов. Я очень детально рассказываю об этой также в этом уникальном месте Львова, которое для него очень важно, и за почему, и какие здесь были исторические события. Вот. А сейчас мы просто зайдем, и я вам, может быть, покажу некоторые другие аспекты этого места. А вот теперь по правой стороне это банк, который сюда всадил как бывший мэр города Куйбеда. Ну, беды он наделал очень много, если говорить о Львове. И перед вами новое строительство, наверное, какого-то отеля. Тоже посмотрите, что они всадили в сам центр города. Это, наверное, будет следующая катастрофа, но которая уже будет на совести Садового, который сейчас является мэром города Львова. А сейчас я прочитала в интернете, что вроде бы на Украине новое какое-то постановление, что мэры городов не будут давать разрешение на постройки каких-то там сооружений, будет какая-то другая организация. Можно себе представить теперь, если эта организация не имеет ничего общего с городом, на какие они шедевры архитектурные в кавычках разрешат вот даже в таком городе Львове. Страшно просто подумать, что могут сделать из этой изюминки. А вот уже вырисовывается башня катедры, как ее называют во Львове, это кафедральный собор римско-католической веры, латинский собор, как его еще вы можете найти в путеводителях, а львовяне говорят катедра. Это польское слово кафедрального собора, катедра. Так что, если спросите, как пройти в катедру, каждый настоящий львовянин вам покажет и подробно расскажет. Хочу заметить также, что вокруг этого костела снималось несколько сцен из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». И кто посмотрит внимательно, тот узнает знакомые очертания. Извините за тавтологию. Ну и вот мы возле катедры. Я уже вижу, что здесь что-то замаскировали, что-то здесь начинают, как бы сказать, какие-то не оборонительные, а какие-то такие сооружения для того, чтобы, наверное, сейчас в эти вот времена как-то что-то заслонить и э, спрятать. Вот боковой вход, и мы уже с вами в костеле. Здесь просто запах веков. Сюда даже во время визита приезжал Ян Павел II. Сейчас днем людей совсем нету, поэтому можно тихонько зайти, помолиться, посидеть в тишине и полюбоваться этим прекраснейшим костелом. Здесь проводилась реставрация, реконструкция. Он сейчас очень красиво выглядит. Для Львова и вообще для польской истории и культуры это место очень значимое и очень важное.
А это реликвии мощи святого Яна Павла II. Ему теперь посвятили целую часовенку в костеле вместе с Матерью Божией Ченстаховской, которую он чтил всю жизнь и всегда, когда был в Польше, приезжал в Ченстахову. И здесь можно помолиться его мощам. А это место для святой исповеди. Конфессионал, как называется по-польски. Здесь сидит священник, а сбоку прихожанин, который встает на колени и исповедуется. Вот такой старый резной дубовый конфессионал. Вот здесь открывается окошечко, можно заслониться этой дверцей, чтобы никто не слышал, что вы говорите. Хотя, если кто-то глухой и если священник говорит очень громко, то люди, сидящие здесь на скамейках, все равно могут немало услышать, поэтому говорить нужно тихо. И вот еще следующая часовенка, которых в катедре несколько. Сейчас я немножко прервусь, потому что я пришла в катедру не просто так, чтобы погулять. У меня также есть как бы свои духовные потребности, поэтому я на это буду прекращать уже сегодняшнее видео. Пожелаю вам всего самого доброго. Заходите, подписывайтесь, поддержите меня лайком и до новых встреч, друзья, в новых роликах. Пока-пока.